Я везде сегодня побывала, на всех каналах практически. Еще на одном не была. А, Вы там в сообществе есть ссылочка. Обязательно подписывайтесь на этот канал. Будем там тоже стримы проводить. В общем, будем везде стримы проводить. Так, только главное, чтобы звук был. Так, где звук? Дайте звук. Есть звук. Ну, это радует. Это здорово. Всем привет-привет, кто пришел, кто присоединяется. Вы молодцы, что меня поддерживаете. Так, я понимаю, что у всех разное время, но, в общем, как-то так. Всем привет-привет, привет. Так, сейчас же был там стрим, был за донаты. Об этом тоже здесь скажу, да, на дополнительном моем канале стримы за донаты. Будут ежедневно, на небольшое время, там на полчасика где-то приблизительно за донаты. Так что, если кто желает задать вопросы, приходите. Также был стрим еще на одном канале, мы там говорили новости группы BTS, доставали карты. И немножко я рассказывала о картах Таро. Возможно, мы на будущее это разделим по разным каналам. То есть отдельно будут где-то новости, отдельно будет Таро, отдельно еще чего-то. Возможно, будем делать так. А возможно, нет. Возможно, винегрет – это здорово. Вот. Что хочу сказать по поводу того, что, например, гуляет информация о том, что, ну, например, мне присылали по Тэхёну, да, что вот, ну, я, кстати, очень много таких видео, что группа BTS, члены группы BTS делают пластику, да. Я хочу сказать, в общем, кто им это запретит? Ну, обсуждать, конечно, мы все обсуждаем. Понятное дело, да. И то, что мы, все фанаты это обсуждают. Ну, как бы, да, люди, в общем. Ну, как бы, знаете, здесь много слухов каких-то. Ну, в общем, можно так сказать, айдолы, слухи о пластике и давление индустрии. Вот. В индустрии кей-поп внешность всегда находится под пристальным вниманием. И если вы посмотрите их, например, фотографии там, ну вот, например, некоторых женских групп, да, там, посмотрите, когда в начале карьеры они как выглядели, как у них там носики выглядели, там, подбородки, скулы и так далее. Посмотрите, как сейчас это выглядит. Кто-то, в общем, мало изменил свою внешность, немножко подкорректировал и так далее. Кто-то, в принципе, вообще кардинально внешность меняет. Не только девушки, не только женские группы, но это и мужские группы делают, понимаете, да? Малейшие изменения, новая прическа, похудение, другой макияж сразу становится поводом для обсуждения. И я хочу сказать, вот эти изменения, там, например, привет, привет, Неля, звук хороший, приятно вас видеть и слышать взаимно. И я хочу сказать, вот вы знаете, как сильно влияет, например, вот я даже, бывает, к вам прихожу, например, как-то так не сядь, ну, не так сядешь, в общем, да, или, например, телефон как-то так не поставишь, что здесь же там зеркальное отражение, ну, разные там различные камеру как установишь, там еще чего-то, это очень сильно влияет, там, да, ты можешь себя сделать очень толстым, можешь сделать себя худым, в общем, да, вытянуть себе лицо, сделать себе его покруглее. Вы же не вживую видите человека, да, и, например, давать какую-то оценку, смотря на какие-то кадры где-то и так далее, это неверное суждение, я сразу это скажу. В общем, ну, фанаты, в общем, они строят теории о пластических операциях, да, немножко уже что-то изменилось. Привет-привет, Марина, во внешности. Все, сразу это обсуждают. А он что-то изменился, что он там пластику сделал или еще чего-то. И сразу сравнение там старых, новых фото, да, и, в общем, и пытаются что-то доказывать, да, снимают, в общем, какие-то коротенькие шортики, запускают это, там на различные платформы. И, в общем, зритель всегда, в общем, найдется.
Но важно помнить, вот, еще такой важный фактор, что публичные люди живут под постоянным наблюдением, да, и любое изменение внешности становится автоматически предметом анализа, да, вот, это понятное дело. И у нас там вышли карты, так, сейчас посмотрю, какие там карты вышли. Где там карты эти вышли? Там, по-моему, восьмерка мечей, девятка мечей вышла. Но центральная восьмерка мечей. Вообще мечи, они могут выходить именно на медицину, на операцию. Это мечи. Вот вы знаете, ну, если конкретно вопрос в этом ключе. Ну, и жезлы тоже, как бы, здесь подпирают эту всю ситуацию. Но хочу сказать, например, ну, и хочу вспомнить еще, когда-то у нас так было очень давно-давно, там года 2 назад, наверное, мы делали расклад, на Чингука доставали карты, и вышла, например, такая карта интересная, я не помню, что это за карта у меня. Да, американская какая-то колода, там ежедневная какая-то ежедневная колода американская. И там, короче, есть такая карта, где король мечей как раз. Привет, привет. Короче, там такая карта, лежит собачка на хирургическом столе, да, и там вокруг доктора. Это король мечей. Вот если на вопрос, что касаемо медицины, там, операций и так далее, медицинских каких-то вот в этом ключе, да, вот король мечей это прям четко карта, да. И тогда мы как бы не знали, но через какое-то время мы узнаем, что сам Чингук вышел в эфир, и он говорил, что сейчас там, что касаемо Обама, они там проводили какое-то обследование, да, он там ездил в клинику с ним и так далее, или поехал, или приехал, ну, в общем, какая-то такая тема была. А у нас перед этим был расклад. И четко прям карта вышла такая в тему этого, да, что у Чингука сейчас важная вышла эта карта, в общем, да. Конечно, она может говорить о любой другой энергии, это ж не обязательно об этом. Но потом мы, когда узнаем какие-то, например, ну, что-то такое, да, мы там услышали, увидели, в общем, мы тогда, в общем, говорим, о, да, действительно, вы понимаете, да, мы вот достали там сегодня эту карту, а на следующий день Чингук выходит в эфир и говорит, что я там вот с БАМом, мы проходили какое-то медицинское обследование, понимаете, о чем, да? У Тэхёна, в общем, вышли карты, я достала восьмерку мечей, девятка мечей, туз жезла. В общем, все такие карты, они несут, ну, скажем, не то, что, ну, несут какое-то вмешательство, что касаемо, в общем, тела. Но я хочу сказать, это не те карты, если вот, например, в этом видео говорится о том, что он там подбородок вообще поменял, был там острый или квадратный, стал острый, в общем, или срезал там кожу на глазах, или подтянул там, что там видно где-то у него там за ушами, видно швы какие-то или чего, я не знаю, это люди рассматривают это, я вообще не знаю этого, честно. Но, например, вот именно на такую пластику, на именно такое что-то основательное, это не эти карты. Но эти карты, они как бы тоже говорят о какой-то коррекции и вмешательстве, в общем, да. Вот, а также можно, ну, как бы вот ту жезловую, понимаете, почему я говорю, эта комбинация говорит о том, что да, есть какая-то коррекция. Ну, понятно, они следят за собой, и они должны это делать. Вот, и, например, я хочу сказать, что вот туз жезлов, это как раз карта, ну, тузы, они же, это начало, понимаете, второго, да, это новый образ какой-то. Еще жезлы, они связаны с образом, да, с творчеством, с образом. Вот, да, небольшие косметические процедуры и коррекция, но это не серьезно, что касаемо хирургического какого-то вмешательства. Но я думаю, если бы он изменил вообще подбородок, например, с квадратного сделал там, ну, я не овальный какой-то или еще чего-то. Ну, я хочу сказать, такие карты, ну, я уже как бы вначале сказала о король мечей, да, ну, здесь смерть может выходить, да, вот мы часто, когда парни были в армии, я доставала карты Чингуку, очень часто выходила эта карта, ну, просто она от него не отходила, и мы знаем, что у Чингука, ну,
Были огромные перемены в армии на протяжении всего. Ну, как бы мы об этом, то есть, как если сравнить с Тахионом, вот у Тахиона была тяжелее служба, понятное дело. Но при этом, как бы, да, он морально был к этому готов, понимаете, да, и у него карты всегда выходили, ну, например, такие, знаете, не болезненные на перемены, то у Чингука наоборот. И у него вот, и вообще, когда они были в армии, у них постоянно выходила карта смерти. Это говорит, она же о каких-то корректировках, изменениях. Вообще смерть, она может выходить и на спортзал, в общем, и на какие-то изменения там, что касаемо тела и так далее, в общем. И вот она постоянно там выходила, вот когда они там служили, да. Десятка мечей тоже может говорить об этом, да, башня, смерть, десятка мечей, король мечей об этом, да. Король мечей прям вот четко может быть хирург, в общем, да. В тех картах, которые достала, это, в общем, какие-то процедуры, понятное дело, там коррекция, да, может быть какая-то, да. Но вообще в картах еще есть, знаете, какое-то давление извне. То есть, например, если они даже что-то как-то ухаживают за лицом, там следят, да, возможно, делают какие-то процедуры, ну, я не знаю, какие там процедуры делают, да, омолаживающие какие-то или еще чего-то, да. И, например, возможно, они видят, о чем говорят, ну, например, и болезненно это воспринимают. Ну, типа того, да, что, к примеру, хотя Тахион, ну, вот если взять Тахиона, он старается, даже вот сегодня я так подумала об этом, да, я увидела от него, этот в Инстаграме, от него же был пост сегодня, да, ну, не пост, а этот сторис. И я так подумала, он старался выглядеть таким серьезным и как бы постарше, да, я так что-то подумала, вот у него такое желание большое, у Тэхёна всегда, да, вот эта тема с усами там и так далее, ему хочется вот выглядеть реально таким, знаете, по-мужски грубым там и так далее, понимаете, чтобы не выглядеть по-айдольски, вот, ну, правильно так сказала, там, ну, не выглядит чисто айдолом, да, а вот выглядит реальным мужиком, к примеру, да, у него есть. И, например, возможно, вот эти карты, они могут говорить о также там давление, в общем. Ну, что касаемо обсуждения и смены образа. Вы думаете, они же тусуются в интернете, они все видят, что о них говорят. Я же тоже смотрю какие-то новости на каких-то платформах, да, там, понятно, листаю, там, ленту и так далее. Бывает, выскакивают такие странные вещи, например, вот девушка, да, она как бы вот рассказывает о группе BTS. И вот я, ну, как правило, я не смотрю. Ну, просто листаешь, она там начинает что-то говорить. Дальше, дальше, дальше там, да. А это прям затормозило, да. И я посмотрела ее, блин, видео. Да, быть такого не может. Их ничего подобного не делал. Легкие процедуры, конечно, да, но не более того. Ну, я думаю, конечно, да. Ну, я начала с того, понимаете, да. Если, например, вот даже посмотрите, я сейчас немножко так сделаю себя, вот так вниз. Видите, как у меня лицо вытягивается? Если я сделаю наоборот, там, да, сейчас, ну, как по-другому, я могу разные варианты вам сейчас показала бы, да, и моя внешность будет меняться. Точно так же у них, понимаете, здесь игра света. Вот даже мы кольца сейчас делали, расклады на кольца, вот эти, которые там у Чунгука, 2 кольца, да. И я говорила, ну, как бы сделали, и здесь, как бы, понимаете, карты у нас показали, да, и как бы я их прочитала, трактовала, объяснила, пояснила. Но что касаемо, если посмотреть просто даже визуально, ну, например, я бы посмотрела, да, они похожи, но именно что касаемо колец, там у Тэхёна, да, вот когда он там с альбомом, да, встречался с фанатами, что касаемо своего альбома, то, например, то колечко, оно немножко отличается от кольца у Чунгука. Понимаете, да? Ну вот если визуально, это так. Но
Если я беру эту фотографию, тоже, например, там разные стороны так покручу, еще посмотрю, еще бы лупу взяла там, да, и посмотрела, ой, то как бы и сходство, и различие, да. Понимаете, о чем я говорю? Здесь как бы нельзя вот точно, стопроцентной уверенностью утверждать, что, например, это стопудово эти кольца, да, например. Или, допустим, стопудово там, допустим, форма такого лицо такое, да, или там еще чего-то, понимаете. Потому что я же еще раз говорю, от подачи, допустим, там много всяких фишек, может человек на самом деле выглядит вот так, а при съемках выглядит совершенно по-другому, понимаете, да? И, естественно, если бывают такие моменты, они же там снимаются, какие-то концепции у них, что касаемо съемок, да, ну, какие-то установки, например, там какая-то определенная подача. И, понятно, от этого может и меняться даже от цвета одежды, там, от свет дня, там, или там еще чего-то. Ну, нельзя стопроцентно утверждать, что, допустим, там какие-то у него были изменения. Но карты вышли, они не показывают тяжелого чего-то, там, пластики какой-то, еще чего-то. Это точно, точно. Верите вы Таро там или не верите Таро, верите вы мне, там, не верите вы мне. Я просто вам говорю о том, что пластики у него как такового нету, это точно. Ну, такой, чтобы он там поменял вообще, там, раскроил себе лицо, нет. Так, дальше еще чего хочу сказать. Немножко скажу о комментариях. Понятное дело, в общем, комментарии, они есть, были и будут. Один там чел, в общем, да, вот у него там куча, 15 миллионов подписчиков, что ли. Не буду говорить, кто там, не суть, в общем, да. И вот, например, он когда-то там просто чел, да, говорил, просто вот сказал, и я как бы просто передам, что он говорит о том, что я никогда не читаю комментарии. Это вообще, ну, зачем мне их читать? Это же, ну, просто человек пришел, просто получить эмоции, высказать свои эмоции. Это же эмоции, понимаете, да? Они как бы такие, эмоции меняются вообще каждую секунду, каждую минуту и так далее. К ним нельзя это не материальное что-то конкретно, понимаете? Вот что можно там, эмоции, да? И вот о тех комментариях, которые лично у меня. Что хочу сказать. Вот, например, смотрите. Специально, вот я же различные видео выгружаю, да, вот на основном канале. А у меня же разные там шортики эти, да, и видео всякие и так далее. И вот, например, выгружаю шортики, да. Один шортик, да, говорится о Чунгуке, например, что как бы, понимаете как? Здесь надо быть чисто творческому человеку, чтобы понять, ну, например, вот начало видео с Чунгука, да, и вот его эмоции, это было вчера видео, да, 7 дней, да, и у него, понимаете, вот я прям почувствовала, что вот это ожидание и присутствие страха через его даже эмоции через это видео, да, что скоро выступление и как они сильно переживают. Вот я прям реально это почувствовала, да. Вот какая-то такая мимика на лице, какие-то эмоции с его стороны, и это я прям прочувствовала, да. И дальше, что касаемо Чунгука, там какая-то информация, да. Что касаемо моего творчества, да, там я и написала оглавление, ну, скажем так, блин, что там, как и еще в комментариях, что напомнила, когда концерт, что это вот информация там делится Netflix там и так далее, и так далее. И, в общем, ноль эмоций, понимаете? Но когда выгрузил видео, что касаемо, ну, например, каких-то там слухов там или еще чего-то. Ну, просто эмоции через край. И вот здесь то, что я говорю, допустим, человек реально приходит за эмоциями.
Я хочу сказать, плевать, например. Ну, я не хочу сказать, что вот вы меня смотрите, и всем плевать на эту группу BTS, да. Но в основном так и есть, да. Что бы там у них не было и так далее, и так далее. В основном человек приходит за эмоциями, да, вот смотреть. И понятное дело, когда вы пришли за эмоциями посмотреть, но при этом, там, допустим, выбрасываете негатив там на них, ну, вы же сами подумайте, это же неправильно, понимаете, да? Я хочу сказать, многие, и я очень рада, например, ушли с этого канала, да, такие люди, которые постоянно несли, в общем, какой-то реальный там пошлый негатив, они постепенно уменьшаются, да? Не знаю, благодаря тому, что я постоянно, ну, не меняю свое мнение, что касаемо группы BTS, и не принимаю какую-то там чисто сторону кого-то, возможно, из-за этого, возможно, надоело им там писать, потому что никто не подхватывает их движение, и они там уходят, пошли на другие каналы. Но, в принципе, хочу сказать, вот, к примеру, да, фраза из комментария. Фальшивая улыбка друга Чимина Джи-Хопа вызывает у меня тошноту. Выглядит пугающе. Блин, вообще, понимаете, да? Интересно, как люди в интернете умеют делать выводы по одному выражению лица. Человек улыбается, и уже появляются эксперты по психологии, которые уверены, что улыбка фальшивая, да. На самом деле улыбка может выглядеть по-разному, по десяткам причин. Усталость, свет, ракурс камеры, моменты, станция или просто обычная эмоция. Когда мы смотрим короткий фрагмент видео, мы видим 1 секунду из 1000 секунд жизни человека. Представьте, если бы кто-то взял одну вашу фотографию, где вы устали или задумались, и написал, этот человек выглядит пугающе. Наверное, это было бы довольно странно. Поэтому такие комментарии часто говорят не о человеке в видео, а о том, как быстро люди любят делать выводы. Понимаете, да? Возможно, кто-то будет с этим не согласен, но это реально так, да? Вот, например, еще фраза. Никто не знает... по поводу Хосока еще расскажу. Я же хотела рассказать о том, что я повстречала в ленте видео и зависла на нем. Ну, в смысле зависла, да? Я просто не могла понять вообще. Я потом еще нажала даже и посмотрела, зашла ее, ну, не то что профиль, ну, наверное, профиль. Думаю, и у нее миллионы вообще. Что она говорит? Она говорит, в общем, о том, что, знаете, у меня тоже я выгрузила от Хосока, буквально там 2 дня назад был такой пост, где он выгрузил какие-то коротенькие шортики, фотографии там, и он сидит... Сидит, в общем, у него в руках телефон, и, ну, что-то такое, да, вот этот именно кадр. Телефон, и в телефоне там кто-то, да, или это Чимин там сидит, а в телефоне Хосока, или Хосок сидит, у него телефон там, не суть, в общем, но она рассказывает о Хосоке. Походу, наверное, это телефон Хосока. И знаете, вот о чем она говорит. Закупили себе айфонов, да, они себе могут позволить, разбил, в общем, да, ну, наверное, упал там во время репетиции. Но неужели надо было выгрузить эту фотографию с разбитым айфоном? Что уж Джи-Хопа сравнивать? Мог бы и другой телефон купить и поменять этот разбитый на новенький, не разбитый. И, в общем, в этом ключе, да, что уж сравнивать с нами, с фанатами их, да, с ARMY, которые там не могут себе купить билет на концерт, там, или их мерч, там, или так далее, и так далее, и так далее. Столько язвительных от нее фраз, там, эмоций и так далее. Понимаете, о чем я говорю, как человек, да? То есть она, например, не просто там что-то рассказала, что там об этой фотографии, окей, она анализирует какие-то посты от BTS. Ну, рассказала там, да, о этом посте. Нет, обязательно здесь идет какое-то сравнение, кто богаче, кто беднее, что BTS наживается на фанатах, там, на ARMY и так далее, и так далее, и так далее. В этом ключе, понимаете, да? Очень много такого вижу негативного, понимаете, да? Вот об этом.
Следующее, вот я по поводу этого Хасока сейчас говорила и, например, вот сказала об этом. Никто не знает правды, что касаемо вегуков, да, ну вот это уж точно. Дружба, там, отношения, в общем, да. Понятное дело, фанаты строят, в общем, теории о личной жизни знаменитости. Это не только Вегу, в общем. Если мы берем, как бы посмотрим вообще весь тот контент, который, что касаемо кей-поп, да, там вообще, в общем, вот взять Blackpink группу, у них там тоже, в общем, девочки с девочками, и взять другие группы, там, мальчики опять с мальчиками и так далее. Это вечная тема кей-попа, это всегда, в общем, да. Но здесь тоже, как бы, знаете, сами, в общем, те, кто продвигает кей-поп, да, вот именно группы и так далее, они специально так делают, они вот такими моментами различными, фан-сервисом, они как бы, знаете, привлекают к себе фанатов, подписчиков, да, это факт, в общем. Вот если мы возьмем тайские группы, там, тайских артистов и так далее, да, если мы посмотреть вообще, что у них там происходит, то кей-поп это вообще, ну, как бы там, где там цветочки, где там ягодки, в общем, да. А людям кажется, что если долго смотрят контент с артистами, то они уже понимают их отношения лучше, чем сами участники. Да? Много таких видео, где чисто, в общем, как бы разоблачение, что касаемо вот пэрингов. Но правда в том, что мы видим публичную сторону жизни, выступления, интервью, короткие моменты за кадром. Настоящая жизнь всегда намного шире и глубже. Вот, и тот, естественно, кто пишет комментарий, комментарий такой: никто не знает правды, что между вегуками дружба или отношения, в общем, да. Вот. Частично правы, в общем, да, и когда, допустим, начинает спорить там, да, никто не говорит вам о том, что вы не правы, да. Возможно, вы правы, потому что на самом деле никто не знает всей правды, кроме них самих, в общем, понимаете, да. Иногда фанаты пытаются найти скрытый смысл в каждом жесте, взгляде или слове, но чаще всего это просто дружба, работа или обычное взаимодействие. Ну и когда я так говорю, мне начинает прилетать. Мы мы что-то вообще тут не понимаем. Да вы что, вегукер или не вегукер? Вы чего там пишете? А вот я хочу сказать, за то время, сколько я на канале, вот к те, кто пришли изначально, ну, есть такие, много-много таких людей, которые пришли изначально, они по этой причине ушли, что типа, ой, мы в вас разочаровались, вы как бы вот не вегукер, понимаете, да? Ну, вот в таком ключе, да. Не поддерживайте это, BTS, реклама отвратительна. Вот что касаемо BTS, знаете, вот сейчас там был такой комментарий вообще, ну, это пипец, конечно, да. Написать о том, что, ну, как бы, вообще даже не хочу это повторять. Просто как бы этот комментарий я немножко преобразовала. Поэтому вот сейчас говорю о том, что вот именно этот комментарий уже показывает другую сторону интернета, раздражение и агрессию, что касаемо взаимоотношений, вот именно, я даже не знаю, кто вы там, да, поклонник, фанат или просто кто вы, да, агрессию в отношении группы BTS. Иногда людям кажется, что если артист участвует в рекламе или сотрудничает с брендами, то это плохо или жадность. Но если посмотреть на это спокойно, то реклама – это обычная часть индустрии и развлечений. Хочу сказать, такие интересные расклады я вчера сделала. Можете посмотреть там на Бусти, в телеграм-канале. И я вот делала там на амбассадорство, что касаемо Тэхёна. И, например, ну, другие там расклады. И это, хочу сказать, например,
что все стремятся, если ты айдол, и ты как бы, ну, стремишься к тому, чтобы о тебе побольше узнали. И не только... Все приходят в айдолы, но стремятся где-то пробиться куда-то, да, там, в киноиндустрию, там, в рекламный бизнес и так далее, потому что айдол сегодня есть, а завтра айдола нет, да. Но это старт для того, чтобы себе там проложить дальше, ну, там, дорогу в жизнь. Ну, грубо говоря, да. У каждого дорога своя. Фильмы, музыка, сериалы, концерты – все это огромная индустрия. И когда артист становится популярным, бренды хотят работать с ним, потому что это взаимная выгода. Бренд получает внимание, артист получает финансирование, новые проекты. Это обычная практика во всем мире. Вот видите как? Комментарий был вообще гомнястый, просто пиздец, да? Но я его, понимаете, так перефразировала, аккуратно вам довела эту мысль на тот комментарий. Ну вот даже комментарий, не поддерживайте это, BTS-реклама отвратительная, да? Но там же по-другому было все написано. Но я очень вам хорошо так это все подала, в общем. Естественно, я как бы, мне попадают какие-то комментарии целенаправленные. Многие люди, например, блогеры специально устраивают даже такие стримы там, да, и специально разбирают комментарии. Понятно, это своего рода привлечение, вовлечение, там, допустим, публики, да, ну, к примеру. И тогда у людей, например, еще больше распыляет, ну, например, желание там писать либо гомнястый комментарий, либо хороший, да. Ну, это как бы вот такая ну, оценка со стороны психологии. Я этим не занимаюсь. И, в общем, написали вы, поругались там и поругались, написали. Я все равно через какое-то время, там раз в месяц, все равно это все убираю, в общем, да. Но хочу сказать, в любом случае, будьте вежливее, что касаемо комментариев, да. Старайтесь не ругаться. Вот. Но когда читаешь вот именно такие комментарии, становится видно одну вещь. В интернете люди очень легко делают громкие выводы, имея очень мало информации. Кто-то уверен, что знает эмоции человека по 1 секунде видео. Кто-то уверен, что знает личную жизнь знаменитостей. Кто-то уверен, что понимает всю индустрию развлечений. Но чаще всего это просто догадки, эмоции и фантазии. Интернет – это место, где каждый может написать свое мнение, но это не значит, что каждое мнение автоматически становится фактом. Это точно. Вот. И даже что касаемо Таро, я хочу так сказать, например, да, вот мне, ну, например, что Таро не может подтвердить фактически, ну, например, что-либо, да. С помощью Таро мы можем только, например, в какой-либо ситуации, ну, например, объяснить человеку, какая энергетика присутствует, да, ну и как, например, если это негативное, как ее какие-то советы дать, как избежать это, в общем, это своего рода терапия. Ну, это как бы, и много раз такого писала, даже сегодня, по-моему, Татьяна где-то ответила кому-то, да, а что вы здесь делаете, в общем, да, а что вас не устраивает, в общем, ну, когда в сообществе там где-то, я не помню дословно, но я увидела, что она кому-то ответила, да. Я хочу сказать, например, нельзя себя так вести, в общем, да, негативно по отношению к чему-либо. Я понимаю, что у каждого есть свое мнение, да, там, но мнение, очень хорошо мнение, когда чем-то оно подкреплено. Но когда, например, писать какое-то мнение, и оно ничем не подкреплено, ну, например, что касаемо даже группы BTS, да, как они там одеты, как они себя подают, в общем, молодые они или там старые, или еще чего-то, или еще чего-то. Ну, писать комментарии, если ты пишешь, например, что касаемо вот даже, да, там, реклама отвратительная, да, ну, опиши, почему ты так считаешь. Нет, такого нет. Просто вот один негатив, но как бы человек не пишет, да. Элла, у вас дерево здесь. Мне надо было стрим начать с того.
Я в гостях у Тэхёна, видите? Все очень просто, понимаете, искусственный интеллект, да. Вот. Ну, то есть не то, что искусственный интеллект, сейчас очень много разных фишек, да, вообще для развития, что касаемо, вот, например, всяких фишек, да, вот, я там пыталась, написала фанфик, ну, немножко кусочек бросила здесь на основной канал, а вообще разместила там в телеге и на Бусти. И, например, попыталась сделать видео к этому фанфику. Ну, немного получилось, да. Там где-то лишняя рука, где-то и чего. Ну, вообще ничего. То есть, ну, в принципе, можно дорабатывать, да. Ну, я вас не пришла учить, в общем, этому, как сделать этот мультфильм и фильм, да. Есть специальные такие видео. Мы сейчас о другом, но, в принципе, как бы ничего не стоит на месте, и пытаемся, в общем, что-то делать и развиваться. Все так. Ну, все, в общем, что хотела сказать. Вообще я много чего хотела сказать. Ну, завтра у меня такой интенсивный день. Ну, возможно, выйду. Ну, вот. Надо выходить почаще. Кстати, если вы не подписались на канал, я бросила в сообщество ссылку, да, я там тоже хочу проводить стримы, подписывайтесь на тот канал, там будем проводить стримы, да. Вот. Конечно, мы их разделим, эти стримы, я просто хочу разделить их по подаче материала, тематика какая-то, да, темы разделить именно по каналам. Но цель такая, хочу попробовать какие-то каналы, которые, ну, будут работать, понимаете, да. Вот так, в таком ключе, в общем. Поймете вы, не поймете, не знаю. Так, почитаю комментарии ваши. Так, спасибо. Спасибо тем, кто пишет, что я там, как я выгляжу, в общем. Привет, привет. Кому не сказала привет. Так. Кстати, вот за кольца, да. Я не знаю, Нелли, вы пишете, вот фирмы разные. Это фирмы же одинаковые. Фирмы Селин. И у Тэхёна Селин, и у Чунгука Селин. Разве не Селин? Ну, знаете, карты у нас вышли, в общем, тут как бы, как я их не разбирала, как я их не крутила, в общем, кольца, конечно, показывают, и рассказывают о какой-то истории. Это не просто как бы, вот я же не первый день там карты достаю, да, и я хочу сказать, и, например, что если просто реклама кольцо, там бы вышли совершенно другие карты, а там именно вышла такая карта, которая затрагивает какие-то, ну, например, ну, не то, что, а то сейчас я скажу семейные узы, сразу все там подумают. Ну, я так, в общем, объективно. Вот, так. Дерево – это Тэхёна, это точно. Ну, это, короче, о чем здесь говорится? О его ножках. Тут это видео, короче, его там ножек не видно. Это просто скриншот. Но видео это от блогера точно о ножках. Ну, а я обратила внимание, знаете, что, на вот это домофон или это просто, знаете, в квартирах висит какая-то штучка, которая, ну, например, там можешь регулировать свет там и воздух в комнате и температуру. Вот видите, там вот у меня за спиной там вот эта вот штучка. И вы знаете, когда он сидел, эта штучка была по-другому, я заметила. И поэтому я обратила на это внимание. Но когда он встал и пошел, ну, он ходил за водичкой, но он почему-то там остановился, еще там музыка, песня такая интересная с подсказками играла. И пошел в сторону дерева, да, туда, то я обратила внимание, там что-то происходило. А может быть, это, знаете, какой-то домофон там, ну, а почему он тогда в этой комнате висит, да? Много вопросов много. Ну, в общем, вот так. Ну, как бы тема ножек, в общем, да.
Вот. Ну, в общем, вот так. Ну ладно, достану это, Вигу. Надо мне посмотреть на Вигу, где-нибудь свежак какой-то. Так. Netflix сменили заглавное фото в своем официальном аккаунте. Я не туда зашла. Хочу свою группу посмотреть, зайти там. Так, у меня, кстати, сел телефон уже. Ну, я уже заканчиваю. Так. Вы видели, как группу BTS сейчас поддерживают? Вообще все в мире поддерживают. Вот. Понимаете, вот я так думаю, вот эти, кто пишет там плохие комментарии и все недовольство в сторону группы BTS, это просто настолько их такое маленькое, это такая ниша небольшая и маленькое количество этого народа, поэтому я думаю, не стоит на это даже вообще обращать внимание. Понимаете, о чем, да? Вот. Естественно, все сейчас блогеры, очень много таких в ТикТоке видео, там везде на различных платформах, все снимают эту центральную улицу, там и схемы, и расположение, в общем, и так далее, где это будет происходить, обзор, там даже от Намджуна сегодня был пост, что касаемо этого, да, у Чунгука вот всего 27 минут после публикации 1 миллион просмотров и 420 лайков. ТикТок, кажется, выбрал своего короля, Чунгук, да. 200 лайков, 233 миллиона у него. Все, по всему миру фанаты поддерживают группу BTS. Вот. Так. Я что-то не пойму, что Чунгук вышел в ТикТок, что ли? У него это видео новое от Чунгука. Я еще не... точно, Чунгук в ТикТоке. Блин, как это я пропустила? Это же надо, такая сенсация. Гляньте, как пляшет-то. Вот. Такие они худенькие стали вообще. Ну, понятно, так плясать, извини меня, попляши тут. Наконец-то мы дождались, ждем ответочки от Тэхёна. Да, они же обещали нам челлендж-то, блин, где? Вот. Вот так вот. Ну, в общем, давайте на Чунгука, вот он пляшет, давайте на Чунгука. Ну, мы вообще же на Вигу, и все, и заканчиваем. У меня даже телефон сел. Так, на Вигу, найду Вигу все-таки. Вот они. Ну, правда, это февральская тут. Поздравление Хасока, да? И я здесь коротенькая шортик. Коротенький шортик выгрузила. Достану на них карту. Ну, посмотрим. Карта вышла двойка пентаклей. Вот два брата-акробата, я смотрю, именно на эту фотографию. Сейчас вам покажу. Вот. И такая, видели, два дерева. В общем, интерес друг к другу. Очень хороший интерес есть. Прям вообще четко, да? Вот. Вот так. Но обязательно по этой карте нужно постоянно уделять друг другу внимание. Вот так. Вот. Хорошая карта, кстати. А здесь, ну, то есть, если сейчас, здесь и сейчас, карта может быть связана с работой, например, да, карта позаботиться о друг друге, уделить внимание друг другу. Мы же на отношения, да, вот. Мы же не говорим сейчас о работе, мы же вот взаимоотношения. Вот, вот так. Ну, может быть, еще по этой карте, знаете, делать какие-то замечания друг другу. Здесь как бы позаботиться о друг друге, поддержать друг друга, ну, а также сделать какие-то замечания друг другу, может быть, да. Семерка мечей вышла. Мы вот на Тэхёна доставали. Видите, мы на Тэхёна достали карты. Кстати,
на другом стриме, именно на него выходила карта восьмерка мечей. Понимаете как? То есть у него сейчас, в данный момент, мы карты рассмотрели в сторону вопроса, что касаемо вот этой там всяких изменений, подбородков и так далее. А эта карта, можно сказать, сейчас она может говорить, ну, карта, как бы, знаете, вот, например, давление со стороны, очень сильно карта затрагивает, да, какую-то чужую сторону, например, давление извне. Вот, например, конечно, карта связана с какими-то, вот по практике хочу сказать, да, часто на такие вопросы она выходит, что касаемо каких-то ограничений. Ну, например, если человек там желает что-то, да, то, в принципе, есть какие-то рамки и стандарты, да, вот что касаемо Вигу, я же смотрю на эту фотографию. Вот, это, в общем, связывание такое, да, четверка жезлов, очень классная, кстати, карта. Доверие, стабильность, семейный праздник. И можно сказать, в тему того, мы же на Вигу сейчас семейный праздник, да. В общем, смотрите, как здесь можно. Четверка жезлов может говорить, что праздник же у них, да, скоро праздник. И восьмерка мечей это как раз вот с этой рядом, с этой точно, с этой картой, это как раз вот снять вот эти ограничения какие-то, да, вот они наконец-то выйдут на сцену, в общем, да. Что касаемо их, это может быть поездка какая-то, может быть, сейчас отдыхают они вот перед концертом. Сейчас что у нас, воскресенье, да? Вот, эта карта может быть связана и покушать, сходить в ресторан, посмотреть телевизор, к примеру, вот. Если на отношения, карта, в общем, говорит, естественно, о чувствах, в общем, сильных, да, вот. Ну, а также может быть связана карта с усталостью. И вот карта в отдых часто выходит, это карта четверка жезлов, понимаете, да? Вот так, вот такие карты на них. Кстати, хорошие карты вышли, вот картишки. Если как бы восьмерка пентаклей, четверка жезлов и восьмерка мечей. Можете посмотреть в интернете. Все, спасибо, что пришли. Так. Неля пишет, ну я вчера читала, якобы разные, а возможно и нет. Ну пусть будут одинаковые. Опять же вы правы, это точно семейные. Вот. Все, люблю вас. Вот Ирина тут, спасибо тебе за все, дорогая вы наша. Вот. Все. Ну, ладненько, вы молодцы, вы супер. Всего прям вам, всего-всего хорошего. Люблю вас и всем пока.